Если вы являетесь поклонником роскошных суперкаров, вы, возможно, уже слышали о наследнике Aventador Lamborghini Revuelto. Этот суперкар привлекает внимание по всем аспектам, благодаря сочетанию захватывающего дизайна, невероятной производительности и инновационных технологий. В этом видео я расскажу вам все детали и подробности о новом суперкаре от Lamborghini. Поэтому пристегните ремни и приготовьтесь стать свидетелями рождения новой эры в автомобильной промышленности. Потому что Lamborghini Revuelto здесь, чтобы изменить игру. Компания Lamborghini не каждый год выпускает спортивные автомобили, так что новый суперкар от итальянцев точно заслуживает внимания. Изначально он имел заводской индекс LB744, теперь же раскрыто товарное наименование флагманской модели, которая пришла на смену Aventador. Им стал гибридный Lamborghini Revuelto, наследник легендарных среднемоторных моделей Miura, Countach, Diablo, Murcielago и, собственно, Aventador, с которым компания вступает в новую для себя эру электрификации. Новое купе сохранило фамильные гильотинные двери, которые впервые появились у купе Countach и впоследствии доставались всем 12-цилиндровым суперкарам от Lamborghini. Revuelto частично позаимствовал дизайн у концепта Tiers, Milenio и Sian. Его особенность – это Y-образные элементы в дизайне. Такую форму имеют ходовые огни, задние фонари, боковые воздухозаборники и другие элементы. В базовой конфигурации полагаются 20-дюймовые диски спереди и 21-дюймовые сзади, но можно заказать 21-дюймовые колеса на переднюю ось и 22-дюймовые на заднюю. Revuelto выглядит более компактным и элегантным, чем Aventador за счет визуально уменьшенного переднего и заднего свесов кузова, но колесная база при этом увеличена на 79 мм до 2779 мм. Габаритная длина Revuelto составляет 4945 мм, ширина 2033 мм, а высота 1160 мм. Купе имеет новый углепластиковый монокок, который в компании называют монофюзеляжем. Ключевое отличие от Aventador – это композитный передний подрамник. Он сделан из короткого углеволокна, пропитанного смолой. За счет этого он получился на 20% легче и вдвое жестче прежней алюминиевой конструкции. При этом заявленная сухая масса Revuelto 1772 кг против 1550 кг у Aventador Ultimate. В целом новый кузов на 10% легче, чем у Aventador, а жесткость накручения выросла на 25%. Задний подрамник алюминиевый с борной, с литыми и полыми участками крепления подвески. Почти все элементы крепятся болтами, сварных швов очень мало. На хвосте Revuelto установлено подъемное антикрыло, которое имеет 3 рабочих положения. Нужный режим выбирает электроника, но можно поднять антикрыло и принудительно. В целом оперение машины способно генерировать на 66% больше прижимной силы, чем у прощальной версии Aventador Ultimate. Салон Revuelto просторнее, чем у Aventador. Расстояние увеличено над головой, в ногах и за сиденьями, куда можно поместить пару сумок. На передней панели расположено 3 дисплея. 12,3-дюймовый экран приборки, мультимедийный 8,4-дюймовый экран и пассажирский дисплей диагональю 9,1 дюйма. С него можно управлять медиасистемой, плюс на нем дублируются показания спидометра и некоторые телематические данные. Новый 3-спицевый руль снабжен 4 вращающимися регуляторами, отвечающими за основные ездовые настройки. Палитра отделочных материалов очень широкая, а в оснащение входит полный набор современных электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль и систему кругового обзора с режимом вида на автомобиль сверху. В плане техники случилась революция, ведь это первая плагин-гибридная модель итальянской марки. Для Revuelto сохранен канонический атмосферник V12 объемом 6,5 литра, и это единственное, что осталось от Aventador. Однако была проведена масштабная модернизация, вылившаяся в новый индекс L545. Установлена новая система впрыска, степень сжатия увеличена с 11,8 к 1 до 12,6 к 1. Общая масса агрегата снизилась с 235 до 217 кг. Отсечку сдвинули до 9500 оборотов в минуту.
По сравнению с двигателем Aventador Ultima, максимальная мощность выросла с 780 лошадиных сил при 8500 оборотов в минуту до 825 лошадиных сил при 9250 оборотов в минуту, а крутящий момент увеличился с 720 до 725 ньютон-метров. Для Lamborghini Revuelto в компании придумали новое обозначение HPEV – высокоэффективный электрифицированный автомобиль. Общепринятая латинская аббревиатура розеточных гибридов – это PHEV – подключаемый гибридный электромобиль. Но Lamborghini позиционирует Revuelto как HPEV, то есть возможность зарядки от внешнего источника в аббревиатуре не обозначена, но на деле она есть. От традиционной полноприводной трансмиссии инженеры отказались в пользу системы E4WD. Для привода передних колес установлены индивидуальные электромоторы с осевым магнитным потоком и масляным охлаждением. Каждый двигатель выдает 150 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента, а индивидуальное управление позволяет реализовать контроль вектора тяги. В центральном тоннеле вместо карданного вала расположен литий-ионный тяговый аккумулятор емкостью 3,8 кВт-часа, его масса составляет 70 кг, и он имеет высокие показатели энергообмена. Зарядить батарею можно заранее от розетки. Предусмотрено бортовое зарядное устройство мощностью 7 кВт. Полная зарядка занимает 30 минут. Также непосредственно во время движения батарею можно зарядить с помощью силовой установки и рекуперативного торможения за 6 минут. Запас хода на электротяге всего 10 км. Отказ от механического привода передних колес вылился в новую компоновку заднего силового модуля. V12 развернули на 180 градусов, так что теперь коробка передач расположена не в салоне, а поперечно на задней оси. Сама коробка передач новая. Это двухвальный 8-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Он легче и работает быстрее, чем 7-ступенчатая преселективная коробка передач у младшего суперкара Huracan. В коробку интегрирован электромотор с максимальной отдачей в 110 кВт, 150 лошадиных сил и 150 ньютон-метров. Он выполняет роль стартер-генератора, но может также вращать без участия ДВС задние колеса, в том числе при движении задним ходом. По умолчанию за движение в электрическом режиме отвечают только передние моторы. Но если электроника распознает скользкое покрытие и потребуется полный привод, а в батарее будет достаточный заряд, система перейдет в полноприводный режим с использованием заднего электромотора, или же просто запустит V12. Пиковая мощность четырехмоторной силовой установки 1015 лошадиных сил, но такая мощность доступна только в самом производительном ездовом режиме Corsa. С полностью заряженной батареей Revuelto может разгоняться до сотни за 2,5 секунды против 2,8 секунды у Aventador. Ускорение до 200 км в час занимает менее 7 секунд вместо 8,7 секунды, а максимальная скорость более 350 км в час. Еще Revuelto имеет тихоходный городской режим Cheetah. В распоряжении водителя всего 180 лошадиных сил. В трассовом режиме Strada 886 лошадиных сил, а в режиме Sport 907 лошадиных сил. Шасси у Revuelto полноуправляемыми. Подвеска пружинная с адаптивными амортизаторами на двойных поперечных рычагах по кругу. Жесткость переднего стабилизатора поперечной устойчивости по сравнению с Aventador Ultima увеличена на 11%, заднего на 50%. Передаточное число рулевого механизма уменьшено на 10%. Тормоза карбон-керамические. Диаметр передних тормозных дисков 410 мм, 10-поршневые суппорты. Задних 390 мм, 4-поршневые суппорты. В продаже Lamborghini Revuelto появится до конца текущего года, но цены пока не объявлены. При этом постоянные клиенты уже разобрали все слоты на выпуск этой модели на 2 года вперед. Ожидается, что Revuelto будет стоить $500 000. Друзья, поделитесь своим мнением в комментариях, что вас больше всего поразило в новом Revuelto. А если вы любите и интересуетесь автомобилями, то советую заглянуть в мой телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылку вы найдете в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.